Компания Subaru провела у себя на родине премьеру Crosstrek нового третьего поколения. Нам он известен под индексом XV, который больше использоваться не будет. Имя Crosstrek теперь станет глобальным. Прежде оно применялось лишь на некоторых рынках, например, в США и Канаде. Модель получила усовершенствованную версию архитектуры CJP. Внешне в соответствии с новым фирменным стилем марки, расширенный набор оснащения и электроники. Ожидается, что до Японии и других рынков автомобиль доберется только в 2023 году. Crosstrek пошел по пути эволюции и теперь во многом унифицирован со свежими моделями Subaru WRX и Levorg. Кстати, про них на канале есть отдельное видео. Кому интересно, посмотреть его можно по подсказке в правом верхнем углу и в конце этого видео. Модернизированная платформа CJP Subaru Global Platform имеет усиленное крепление подвески и более жесткую несущую основу кузова. Но колесная база не изменилась. Те же 2670 мм. Также практически не изменились и габаритные размеры. По сравнению с уходящей моделью, Crosstrek стал на 5 мм короче 4480 мм и на 15 мм ниже 1580 мм с учетом рейлингов. Ширина прежняя 1800 мм, ровно как и дорожный просвет 200 мм в японской версии. Также в новом поколении при производстве кузова применены новые технологии и материалы. Вдобавок на стыках панели крыши с боковинами используется новая мастика. Она лучше гасит вибрации. Еще перекалиброван рулевой механизм с установленным на рейке электроусилителем. Все эти меры должны сделать управление машиной более точным. Несмотря на то, что паркетник сохранил форм-фактор предыдущей модели, облик все-таки стал солиднее. Радиаторная решетка стала шире, диодные фары и фонари стали острее, еще Кросс получил более внушительные бамперы. При этом светодиодные фары теперь имеют функцию подсветки поворотов. Такое решение у Subaru применяется впервые. В зависимости от комплектации кроссовер имеет колеса диаметром 17 или 18 дюймов. Новый интерьер почти такой же, как у моделей WRX и Levorg. Но виртуальные приборы, которые есть в списке опций у универсала, кроссоверу не достались. Зато есть крупный вертикальный дисплей медиасистемы диагональю 11,6 дюйма. Кресла сменили форму и теперь крепятся без промежуточных опор напрямую к кузову. Это позволило расширить возможности регулировки и одновременно повысить жесткость конструкции. Crosstrek стал первой моделью марки в Японии с системой iSight нового поколения. К двум объективам под лобовым стеклом добавлена третья широкоугольная камера. Она установлена по центру и, как заявили в компании, быстрее распознает велосипедистов и пешеходов. Список оборудования еще пополнила полноценная система кругового обзора. Раньше были камеры спереди и сзади, электрический усилитель тормозов и одна единственная силовая установка e-Boxer с атмосферником 2 литра, клиноцепным вариатором Lineage Tronic и встроенным в него электромотором. Характеристики пока не опубликованы, но у машины уходящего поколения ДВС выдавал 145 лошадиных сил, а электромотор 14 лошадиных сил. Параметры тяговой батареи тоже пока неизвестны. Как и предшественник, новый кроссовер по умолчанию полноприводный. Изначально новый Crosstrek выйдет на японский рынок, но даже там кроссовер появится только в 2023 году. И только потом начнутся поставки в другие страны. Цены компания не озвучивает. Как вы считаете, в новом поколении кроссовер стал выглядеть лучше? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, где каждый день публикуются новости. А чтобы не теряться, советую подписаться на мой Яндекс.Дзен и группу ВКонтакте. В описании и закрепленном комментарии я оставлю ссылку, чтобы вы не пропускали новые видео и были в курсе последних событий автоиндустрии.